Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб из спельты с грецким орехом. С вечера приготовим закваску. Для этого смешаем все указанные ингредиенты и оставим при комнатной температуре до следующего утра. Утром сделаем ферментолиз. Для этого возьмем муку из спельты, муку пшеничную и все хорошо перемешаем венчиком для того, чтобы насытить муку кислородом. Вы также можете просеять муку через сито. Внесем холодную воду из холодильника и всю зрелую закваску. Все хорошо перемешаем, чтобы у нас нигде не осталось сухой муки. На этом этапе мы не производим замес, а просто увлажняем муку и смешиваем ее с закваской. Счищаем всю муку со стенок дежи, чтобы у нас нигде не оставалось сухой муки, чтобы вся мука была увлажненной. Только при наличии влаги в тесте запускаются биохимические процессы. Накрываем шапочку для душа и оставляем на 30 минут на кухонном столе. Теперь приготовим тесто. Для этого смешаем воду. Воду я взяла из-под орехов. Недостаток воды можно компенсировать просто обычной проточной водой. Смешаем необходимое количество воды с солью, чтобы приготовить соляную суспензию. И замесим тесто. Мочку мы делаем как минимум за 3 часа, но желательно поставить ее с вечера. Когда вы будете ставить закваску, также сделайте и мочку. А на утро процедите воду, и та вода, которая у вас останется с орехов, используйте ее в тесто, а недостаток воды просто компенсируйте обычной водой. Вода от орехов придает тесту не только дополнительный вкус, но и красивый бордово-фиолетовый оттенок. Все хорошо замешиваем до развития клейковины. Проверяем тесто на наличие глютенового окна. Для этого отщипываем кусочек и смотрим. Вымешанное тесто отходит от дежи тестомеса, накручивается на крюк, но самое главное – это наличие глютенового окна. Вот мы видим, что тесто у нас хорошо вымешано. И теперь мы на медленной скорости можем добавить процеженные орехи. Тестомес не всегда хорошо справляется с этой задачей, поэтому хорошо помогать себе руками. Также вы можете внести орехи в тесто путем ламинирования. Это способ домашних пекарей, поэтому это остается на ваше усмотрение. Я обычно просто помогаю себе рукой. Вот. Мы внесли орехи в тесто и проверим еще раз на
наличие глютенового окна. Орехи должны у нас хорошо встроиться в клейковидный каркас, интегрироваться в тесто. Ну, мы видим, что они хорошо интегрированы, не выпадают. Глютеновое окно у нас в наличии. Так что тесто можно оставлять на брожение. Можем еще слегка его немножко организовать. Вот таким вот образом. Как всегда, влажность теста вы регулируете по влагоемкости своей муки, а также по своим пожеланиям к тесту. Мне нравится работать с влажным тестом, так как оно дает наиболее сочный, мягкий и кружевной мякиш, но вы делаете на свое усмотрение. Все накрываем и оставляем на 3-3,5 часа при температуре 26-28 градусов. За это время делаем один подход складывания. По прошествии времени смачиваем рабочую поверхность водой и выкладываем тесто на стол. Работая с тестом, необходимо стараться сохранять в нем газ и не сильно дегазировать его. Конечно, небольшая дегазация все равно происходит, но нам нужно сохранить основную массу накопившегося газа. Так вот слегка формируем шар, переворачиваем, помогаем себе скребком и подкатываем. Если поверхность у нас сильно влажная, ее можно осушить при помощи кухонного полотенца, так как для того, чтобы сформировать натяжение на поверхности заготовки, нам нужно некоторое противостояние поверхности. Поэтому так вот убираем излишки для того, чтобы тесто у нас не скользило, а именно цеплялось за поверхность, и за счет этого создавалось поверхностное натяжение на заготовке. Поверхностное натяжение даст нам тот эффект, что заготовка у нас будет держать форму, расти вверх, а не расплываться блином в разные стороны. Выкладываем в присыпанный мукой панеттон, еще раз подтягиваем вот таким вот образом, так как тесто у нас достаточно влажное, поэтому подтягивание особенно хорошо работает в таком типе теста. Если тесто сильно расплывается, просто присыпьте слегка поверхность мукой, и оно тогда у вас будет хорошо склеиваться. Так вот еще раз натягиваем, не разрывая при этом тесто. Слегка присыпаем мукой для того, чтобы запечатать. Накрываем шапочкой для душа и даем стартовое брожение. Стартовое брожение дается в зависимости от температуры окружающей среды. И затем убираем в холодильник. На следующий день разогреваем духовку и выпекаем непосредственно из холодильника. Предварительно делаем надрезы на заготовке. Надрезы делаем на свое усмотрение. Вот мы видим, что за счет того, что мы использовали орехи и воду из-под орехов, тесто имеет такой несколько лиловый оттенок. Это дает очень красивый мякиш. Делаем надрезы на свое усмотрение. Я решила испечь в чугуне, но вы можете печь на камне, просто на противне, как угодно. Я иногда пеку в чугуне, иногда пеку на камне. Все зависит от того,
что мне кажется наиболее целесообразным. Потому что выпечка в чугуне и выпечка на камне несколько отличаются друг от друга. Выпекаем первые 20 минут с паром, а затем 20-25 минут без пара. Даем хлебу остыть на решетке, а затем дегустируем. Я дала хлебу остыть примерно часа полтора. Это, скажем так, немножечко маловато, так как хлеб у меня еще был немножко теплым. Пока хлеб не полностью остыл, мякиш продолжает стабилизироваться, поэтому желательно дождаться полного остывания хлеба. Но я вот решила продегустировать, не дождавшись полного остывания. Мякиш у этого хлеба очень сочный, имеет красивый окрас за счет использования орехов и спельтовой муки, которая сама по себе придает изделиям всегда несколько ореховый вкус. Этот хлеб имеет очень глубокий ореховый вкус и аромат. Я очень рекомендую испечь вам этот хлеб, потому что он наверняка вам понравится. Вот мы видим, что корочка у него достаточно тонкая, мякиш воздушный, кружевной, сочный. На мой взгляд, это очень вкусный хлеб. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Пеките на здоровье!